Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о линейке биноклей премиум класса от известного японского бренда Nikon, а именно о моделях Nikon Monarch 5. Друзья, поехали! Итак, друзья, бинокли Nikon Monarch 5 относятся к классу премиальных, а все благодаря тому, что в их конструкции используется высококачественная ED оптика, то есть из низкодисперсионного стекла, которое пропускает максимальное количество света, и по идее картинка, которую выдают такие бинокли, практически не отличается от того, что мы видим глазами, то есть нет ощущения, что вы смотрите на объекты через линзу. Линейка представлена достаточно широким ассортиментом из 6 различных моделей, 3 из них с объективами 42 мм, в том числе герой сегодняшнего обзора Nikon Monarch 5 8х42 и 3 с диаметром объектива 56 мм, уже со светосильными линзами, которые подходят для немного других иных задач. О том, какие бинокли для каких целей лучше подходят, мы поговорим чуть позже. И стоит упомянуть, что линейка Monarch 5 не является вершиной серии Monarch. Есть еще и бинокли Monarch 7 от бренда Nikon. Главное отличие между этими двумя линейками состоит в том, что у биноклей Monarch 7 чуть больший угол обзора. В остальном же эти приборы по характеристикам, по крайней мере, очень похожи. Однако западные обзорщики утверждают, что Monarch 7 чуть лучше справляется с наблюдением в условиях недостаточного освещения. Ну а мы с вами, друзья, обязательно посмотрим, что же из себя представляют на практике бинокли Monarch 5 в ходе теста, который проведем несколько позже. А сейчас давайте переместимся к одному из биноклей поближе. Напомню, это Monarch 5 8х42, и посмотрим, что же это такие за модели, чем они интересны и какие у них параметры. Поехали! Для начала поговорим об общих для всех моделей линейки конструктивных и технических особенностях. Приборы Nikon Monarch 5 сконструированы по современной оптической схеме с использованием так называемых призм с крышей. Напомним, что по сравнению с классическими биноклями с призмами Porra, данная схема обладает двумя существенными преимуществами. Это компактные габариты за счет отсутствия характерного изгиба между осями окуляров и объективов, что делает модели менее широкими, и более герметичный и устойчивый к ударам корпус, не имеющий такой внешней уязвимой части, как подвижный окулярный мост. В модели RUF все перемещения линз при фокусировке происходят исключительно внутри корпуса. В то же время классические приборы Porra несколько выигрывают в отображаемом поле зрения. Корпус биноклей Monarch 5 изготовлен из поликарбоната, усиленного стекловолоконными нитями, для придания большей ударопрочности при сохранении относительно легкого веса по сравнению с металлическим исполнением. С внешней стороны нанесено резиновое покрытие, придающее лучшее сцепление с руками, а также дополнительно защищающее модель от проникновения пыли и влаги. Продолжая тему герметизации, стоит отметить, что, как и все приборы серии Monarch, бинокли Monarch 5 имеют не только пыли и влагозащиту, но и водозащиту, за счет чего выдерживают непродолжительное погружение в воду и делают безопасными наблюдения на открытой воде, а также заполнение корпуса разреженным азотом, предотвращающим запотевание линз при резком перепаде температур, например, при выносе модели для работы из теплого помещения на холод. Оптика приборов выполнена из качественного низкодисперсионного стекла марки ED, пропускающего намного большее количество света по сравнению с более бюджетными стеклами BAK 4 и BK 7. Кроме того, все линзы биноклей Nikon Monarch 5 имеют полное многослойное просветляющее покрытие, определить которое можно по многочисленным цветным бликам на объективах и окулярах. На призмы приборов также нанесено фазокорректирующее диэлектрическое многослойное напыление, позволяющее снизить хроматическую аберрацию до минимума, повысив тем самым четкость и детализацию изображения. Внешние оптические элементы надежно защищены резиновыми крышками окуляров и объективов. Последние надежно закреплены на корпусе, что исключает возможность их потери и позволяет быстро привести бинокль в рабочее состояние, не теряя времени на рассовывание крышек по карманам. Модели Nikon Monarch оснащены системой центральной фокусировки, регулирующей резкость сразу на оба глаза с помощью центрального барабана, благодаря чему можно с комфортом вести наблюдение даже за быстро движущимися объектами, оперативно меняя дистанции фокусировки. Кстати, на барабан нанесена маркировка с основными параметрами прибора, заглянув на которую можно быстро получить информацию о характеристиках конкретного бинокля. Нужно отметить, что эргономика приборов Monarch 5 находится на крайне высоком уровне. Они уверенно
уверенно лежат в руке, имеют надежную сборку, исключающую какие-либо люфты, и форму корпуса, идеально подходящую для длительных наблюдений с рук, с необходимыми выпуклостями и выемками для удобного хвата. К удобствам также стоит отнести наличие поворотно-выдвижных наглазников, обеспечивающих защиту от боковой засветки и удобно вынесенных в выдвинутом положении на расстояние примерно равное выносу выходного зрачка, на котором наиболее комфортно и целесообразно по соотношению площади изображения, его качеству и отсутствию бликов вести наблюдение. Если же вы носите очки, то пользоваться биноклем можно не снимая их, для чего достаточно вкрутить наглазники в крайнее нижнее положение. На правом окуляре содержится кольцо диоптрийной подстройки, необходимое для компенсации разницы силы зрения между левым и правым глазом при работе с центральной фокусировкой, в случае, если зрение пользователя имеет такую особенность. На окулярном мосту под заглушкой между объективами находится резьба формата 1/4 дюйма, благодаря которой бинокли Nikon Monarch можно устанавливать на фотоштатив с помощью специального переходника, к сожалению, не входящего в комплект поставки, но который вы всегда сможете приобрести отдельно. Такая возможность особенно актуальна для моделей с высоким значением кратности Monarch 5 16:56 и 20:56. В комплекте с каждым из приборов серии мы найдем все самое необходимое: чехол с застежкой на липучке из плотного тканевого материала с манжетой для продевания через ремень, широкий ремешок для бинокля, продевающийся в дужки на корпусе, и салфетка из микрофибры для чистки оптики от влаги и загрязнений. Мы поговорили об общих для каждой модели линейки Nikon Monarch 5 параметрах, конструктивных особенностях и комплектации. Рассмотрим же характеристики и различия конкретных приборов. Все бинокли Nikon Monarch 5, как мы и говорили ранее, можно разделить на две большие группы, по 3 инструмента в каждой, с объективами 42 мм и с объективами 56 мм. Модели 8х42, 10х42 и 12х42 являются среднеразмерными универсальными приборами, подходящими для максимально широкого круга задач и имеющими достаточно компактные габариты для комфортной длительной работы с рук и продолжительного ношения. При равной минимальной дистанции фокусировки в 2,5 метра и схожей массе, составляющей 590 грамм у первого и по 600 грамм у второго и третьего соответственно, бинокли различаются, пожалуй, лишь увеличением и широтой угла обзора, имеющими обратную зависимость. Nikon Monarch 5 8х42 с 8-кратным увеличением и углом обзора 6,3 градуса или 110 метров на 1000 в линейном эквиваленте чуть лучше подойдет для обзорных наблюдений за объектами на отдалении до 1 километра. 12-кратный Monarch 5 12х42, имеющий угол 5 градусов или 87 метров на 1000 в линейном измерении, станет отличным выбором для более точечного исследования целей, находящихся на расстоянии до 1,5 километров. Модель 10х42 является неким промежуточным вариантом с увеличением в 10 крат и углом обзора 5,5 градусов или 96 метров на 1000. Приборы Monarch 5 8х56, 16х56 и 20х56 благодаря мощным светосильным объективам не только собирают достаточно большое количество света, в том числе для работы в условиях недостаточной освещенности, но и имеют весьма внушительные габариты и массу: 1 кг 140 грамм у 8-кратной модели и по килограмму 230 граммам у 16 и 20-кратного бинокля соответственно, в связи с чем они более подходят для стационарных наблюдений со штатива или непродолжительной работе с рук. Nikon Monarch 5 8х56 имеет самый высокий показатель относительной яркости во всей линейке, то есть способен различить наиболее тусклые объекты, в связи с чем они более подходят для стационарных наблюдений со штатива или непродолжительной работы с рук. Nikon Monarch 5 8х56 имеет самый высокий показатель относительной яркости во всей линейке, то есть способен различить наиболее тусклые объекты, за счет чего лучше всего подходит в качестве инструмента для занятий астрономией, как вспомогательного к телескопу, так и вполне самостоятельного для обзорных наблюдений за планетами, галактиками и туманностями. Кроме того, его параметры отлично подходят для использования в качестве мощного обзорного бинокля. Увеличение модели составляет 8 крат, угол обзора 6,2 градуса или 108 метров на 1000, минимальная дистанция фокусировки самая высокая в линейке 7 метров.
При выборе учитывайте, что сфокусироваться с ним на более близкорасположенных объектах не получится. Monarch 5 16×56 и 20×56 отличные приборы для изучения максимально отдаленных предметов. Например, объекты размером с человека с комфортом можно наблюдать на расстоянии до 2-3 километров. Кроме того, бинокли, опять же, хорошо подойдут для занятий астрономией, разве что различать они смогут только достаточно яркие Deep Sky цели по сравнению с моделью 8×56. Прибор 16×56 обладает увеличением 16 крат, углом обзора 4,1 градуса или 72 метра на 1000, а его минимальная дистанция фокусировки составляет 5 метров. Бинокль 20×56 при большей кратности со значением 20 имеет меньший угол 3,3 градуса или линейное поле зрения 58 метров на 1000, а минимальная дистанция фокусировки такая же, как у предыдущей модели 5 метров. Что ж, друзья, пожалуй, пора перейти к практическому тестированию. Итак, перед вами изображение из окуляра бинокля Nikon Monarch 5 8×42. Дальние здания и трубы находятся на расстоянии порядка 3300 метров от нас, но благодаря 8-кратному увеличению мы видим их так же, как при наблюдении невооруженным глазом всего с 413 метров. Напомним, что наш способ съемки камеры через окуляр прибора несколько ухудшает общее качество картинки, и при непосредственном тестировании вы увидите более детализированное изображение. Кроме того, из-за вогнутой формы внешней линзы окуляра при записи видео какая-либо из частей поля зрения оказывается вне фокуса. В нашем случае это область слева. Однако, опять же, при наблюдении глазом вы заметите лишь небольшое падение резкости по самым краям зрачка. В остальном же картинка отличается высокой детализацией, правильной цветопередачей, хорошей яркостью, даже как сейчас в условиях высокой облачности, и, что самое главное, практически полным отсутствием хроматической аберрации, за счет чего повышается общий уровень четкости объектов. В целом изображение, которое передает герой сегодняшнего обзора Nikon Monarch 5 8×42, максимально приближено к идеальному. А так выглядит наблюдаемая нами область без увеличения с нашей обзорной точки. Потестируем модель на более близко расположенных объектах, а именно данной остановке, находящейся на расстоянии 300 метров от нас, и благодаря 8-кратному увеличению, предстающей через бинокль, эквивалентно тому, как это видно невооруженным глазом всего с 37,5 метров. Опять же, изображение отличается высокой четкостью, контрастностью и хорошей цветопередачей, что говорит о высоком уровне оптических свойств прибора. При прямом наблюдении без использования камеры с такого расстояния с биноклем прекрасно различимы лица, жесты и мелкие детали одежды прохожих, автомобильные номера и крупные надписи на табличке над остановкой. А теперь посмотрим на эту область без какого-либо увеличения. Итак, друзья, как мы с вами убедились в ходе теста, бинокли Monarch 5 от бренда Nikon — это действительно очень достойные приборы, которые обязательно порадуют любого любителя оптики. Отличное качество картинки, все благодаря высококлассному низкодисперсионному стеклу марки ED и достаточно большому количеству различных просветляющих слоев, в том числе фазокорректирующему. Также у самого корпуса есть функция водозащиты, он заполнен азотом, разреженным изнутри, что дает очень высокую герметичность. Бинокли даже выдерживают погружение в воду и не запотевают при резких перепадах температур, а это актуально при наблюдении в холодное время года. В целом, друзья, бинокли смело можно рекомендовать для очень широкого круга задач. Модели с объективами 42 мм это такие универсальные бинокли, которые можно использовать всегда и везде, как для обзорных, так и для точных наблюдений. Ну а модели с объективами 56 мм это все-таки приборы уже для стационарной работы. Не зря в комплекте с ними даже идет адаптер для установки на штатив. Кстати, в том числе они отлично подойдут и для астрономических наблюдений. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео, или вы имели опыт работы с биноклями Nikon Monarch 5 и хотите им поделиться, все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться, друзья, и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!